Привет всем! Сегодня я покажу, как вязать носки на 5 спицах самым простым способом. Верх носка вяжем резинкой 1 на 1, в которой чередуются лицевые и изнаночные петли. Остальная часть вяжется обычной лицевой гладью, то есть лицевыми петлями. Последовательность вязания такая. Вяжем верхнюю часть носка на 5 спицах по кругу. Затем 2 спицы оставляем за работой и вяжем заднюю часть пятки на 2 спицах. Снова присоединяем все спицы в работу и вяжем пятку и среднюю часть носка до сужения. Равномерно сужаем вязание там, где будут пальцы. Когда носок готов, конец нити обрезаем и выводим на внутреннюю сторону носка. Для работы нам понадобится 5 спиц без наконечников. Размер может быть от 2 до 4 мм. В этом мастер-классе я использовала спицы 2,5 мм. Нитки можно взять любые, главное, чтобы они не были слишком тонкие. На 2 носка у меня пошло 100 грамм пряжи. Перед началом вязания сначала рассчитаем, сколько нужно набрать петель. Измеряем обхват стопы сначала в самом широком месте и в самом узком месте возле пальцев. У меня вышло 31 и 21 см. Сумму этих двух чисел делим на 2 и получаем средний обхват. У меня вышло 26, ваш обхват, возможно, получится другим. Дальше рассчитаем плотность вязки. Для этого свяжем небольшой образец на 20 петель и измеряем, сколько петель помещается в 10 сантиметрах. Итак, моя плотность 22 петли в 10 сантиметрах. Посчитаем, сколько нужно набрать по кругу петель, чтобы вышло 26 сантиметров вязки, то есть наш средний обхват. Для этого составим простую формулу. У меня обхват составил 57 петель, но поскольку 57 не делится на 4, то возьмем 56 петель. Получится по 14 петель на каждую спицу. Приступаем к вязанию носков. Нитку берем подлиннее и набираем петли обычным способом. Я набрала 56 петель, теперь отсчитываю 14 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вытягиваю одну спицу и вытягиваю вторую спицу. На первой спице осталось 14 петель. Теперь снова отсчитываю 14 петель. Беру следующую спицу и завожу ее сюда. Снова вытягиваю начальную спицу и опять отбираю 14 петель. Переношу эти 14 петель на следующую спицу, а начальную спицу убираю. Итак, я распределила петли равномерно на 4 спицы. Беру пятую спицу и буду вязать по кругу. Ввожу спицу в первую петлю и провязываю лицевой. Следующую петлю вяжу изнаночной. Дальше лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Лицевые петли вяжем за переднюю стенку, изнаночные за заднюю стенку. Вот, лицевая за переднюю, изнаночная за заднюю стенку. Снова лицевая за переднюю стенку, изнаночная за заднюю стенку. Итак, я провязала первую спицу, разворачиваю вязание и точно так же буду вязать вторую. Повторяем по кругу чередование лицевых и изнаночных петель, пока не свяжем резинку нужной длины. Я провязала 9 сантиметров резинки, теперь еще свяжу 5 круговых рядов обычной лицевой гладью. Первая петля лицевая, вяжем ее лицевой. Вторая изнаночная, вяжем ее тоже лицевой. Таким образом, дальше все петли провязываем лицевыми. И так у нас получится лицевая гладь с внешней стороны носка и изнаночная гладь с внутренней стороны носка. Вот смотрите, я подошла к моменту, когда ряд закончился, то есть я провязала один круговой ряд. Теперь по кругу вяжу еще 4 таких круговых ряда лицевой гладью. В предыдущем ряду я перешла от резинки на лицевую гладь. Теперь в этом ряду я полностью все петли буду вязать за переднюю стенку, так как в этом ряду все уже лицевые петли. Продолжаю делать то же самое по кругу. Итак, я провязала 5 рядов лицевой гладью, буду приступать к вязанию пятки. Сначала будем вязать заднюю часть пятки на 2 спицах, то есть задействована будет вот эта спица и эта. Вот эти 2 спицы будут оставаться за работой.
Сейчас провяжем лицевой гладью вот эту спицу и эту, потом перевернем вязание и будем вязать в обратном направлении. И так пока не свяжем всю заднюю часть пятки. Покажу, как это выглядит на примере. Я вяжу 28 петель, то есть провязываю петли на первой спице, это 14 петель, и перехожу на вторую спицу. Вяжу еще 14 петель лицевой гладью. Так, провязала. Разворачиваю вязание, переношу нитку и вяжу в обратном направлении на этих же самых двух спицах. Первая петля кромочная, я ее снимаю, не провязывая. Дальше все петли вяжу изнаночными. Я провязала изнаночными первую спицу, теперь точно так же провязываю вторую спицу изнаночными. Итак, 2 спицы я провязала, снова разворачиваю вязание и вяжу в обратном направлении. Снова провязываю 14 петель следующего ряда на первой спице. Вот эту спицу сейчас можно убрать, она нам пока не понадобится. И вяжу петли на следующей спице. Вот, сейчас 28 петель находится на одной спице. Другие спицы мы не трогаем, они остаются за работой. Продолжаем вязать вверх, чередуя лицевые и изнаночные ряды, пока не свяжем 6 сантиметров задней части пятки. У меня это 22 ряда, не считая первые 5 начальных рядов. Вот, я провязала 6 сантиметров пятки. Заканчиваю увеличивать пятку, провязывая еще один лицевой ряд. Первую петельку я снимаю, это кромочная. Все остальные вяжу лицевыми. Разворачиваем вязание наизнанку и будем придавать пятке закругленную форму. Для этого нужно петли пятки разделить на 3, но так как 28 на 3 не делится, значит лишнюю петлю мы оставим в середине. Получится 9 петель с этого края, 9 петель с этого и 10 в середине. Я отсчитываю 9 петель справа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И отмечаю это место скрепкой. Точно так же делаю с левой стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И отмечаю это место скрепкой. Все. В середине осталось 10 петель. С правого и с левого края по 9. Итак, сейчас я вяжу 9 петель до первой отметки и 9 петель до второй отметки. Дальше покажу, что делать. Сейчас первую петельку я снимаю. И дальше все петли вяжу изнаночными. Это 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Это я провязала до первой отметки и вяжу еще 9 до второй отметки. Теперь последнюю петлю центра и первую петлю левой стороны мы провязываем вместе. То есть 10 и 11 петли мы провязываем вместе изнаночной. На левой спице осталось 8 петель, мы их пока провязывать не будем. Разворачиваем вязку и будем вязать в обратном направлении. Теперь нужно провязать 9 петель лицевыми петлями. Первую петельку я снимаю, это кромочная. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Следующие 2 петли я провязываю лицевой с помощью перетяжки. Для этого первую петельку я снимаю, не провязывая. Провязываю вторую петлю лицевой, а затем первую петельку переношу на вторую. То есть как бы протягиваю вторую петлю через первую. Получается вот такая перетяжка. Снова с левой стороны у нас осталось 8 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Таким образом этот ряд снова уменьшился на 1 петельку. Дальше я не провязываю, разворачиваю вязку и буду вязать в обратном направлении. Теперь снова провяжу 9 петель изнаночными. Первая петелька снимается не провязанной, так как это кромочная. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И следующие 2 петельки я вяжу 2 вместе изнаночной. Захватываю сразу 2 петельки и провязываю изнаночной. Все, я еще уменьшила этот ряд на 1 петельку. Здесь уже у нас осталось 7 петелек. Давайте проверим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Разворачиваем вязку и вяжем лицевой ряд. Снова нужно провязать 9 петелек лицевыми, не считая первой кромочной петли. Первую снимаем не провязывая.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 и 11 вяжем перетяжкой. Для этого первую снимаем, вторую вяжем лицевой. И теперь вторую петлю протягиваем через первую. С этой стороны у нас должно остаться 7 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Таким образом, этот ряд уменьшился еще на одну петлю. Итак, в каждом ряду левая сторона у нас будет убавляться на одну петельку. Продолжаем вязать точно так же вверх, пока у нас с правой и с левой стороны не убавятся все петли. В центре должно остаться только 10 петель. Итак, вот пятка почти довязана до конца. Осталось убавить одну петлю с этой стороны и с этой. Разворачиваю вязку. Вяжу 9 петель изнаночными. Первую снимаю. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 и 11 провязываю вместе изнаночной. Разворачиваю вязку. И вяжу еще 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 и 11 провязываю вместе перетяжкой. Первую снимаю, вторую вяжу лицевой, а теперь первую переношу на вторую. Все, у нас сейчас осталось на одной спице 10 петель, то есть петли с правой и с левой стороны полностью убраны. Получилась объемная пятка. Теперь смотрите, у нас справа и слева остались кромочные петли. Их нужно набрать на спицы снова. Для этого я беру спицу в руку и подхватываю все боковые петельки. Вот таким образом. То же самое делаю с противоположной стороны. Беру еще одну спицу и подхватываю все петельки. Получилось, что у нас вязание прибавилось на 24 петли, на 12 с этой стороны и на 12 с этой. Поворачиваю вязание к моменту начала рабочей нити и буду вязать снова по кругу. Теперь внимание, все кромочные петли, которые мы набрали по бокам, у нас довольно большие. И если мы их будем вязать вот так обычным способом, то остается большое отверстие на носке. Чтобы этого не было, мы вяжем их перекрученными лицевыми петлями за переднюю стенку. Получается, петелька скручивается и не образует такого отверстия. Таким же самым образом провязываю все петельки. Немножко подтягиваю переднюю стенку, захватываю за нее и провязываю лицевой. Снова подтягиваю стенку переднюю, захватываю и провязываю лицевую петлю. То же самое делаю до конца. Все, я провязала 12 боковых петель и продолжаю вязать по кругу. Сейчас я вяжу обычными лицевыми, так же как мы делали в предыдущих рядах. Поворачиваю вязание, провязываю петли на следующей спице обычными лицевыми, разворачиваю вязку, и я дошла до момента, когда нужно провязывать эти боковые петли. Тут снова мы их будем вязать перекрученными, но только уже за заднюю стенку. Я захватываю петельку за заднюю стенку и провязываю лицевой. Захватываю за заднюю стенку и провязываю лицевой. Вот давайте проверим. Если я провяжу как обычно за переднюю стенку, то образуется большое отверстие. Поэтому мы будем вязать за заднюю стеночку петельки. Все петельки провязаны. Продолжаю вязать по кругу. Сейчас я пятую спицу откладываю в сторону и вяжу четвертой. Провязываю петли до середины пяточки, чтобы выровнять количество петель на спицах. 1, 2, 3, 4, 5. Беру снова пятую спицу и продолжаю вязание по кругу. Теперь внимание, у нас со стороны пятки по 17 петель на спицах, со стороны основного вязания по 14 петель. Нужно количество петель выровнять так, чтобы на всех спицах было по 14 петель. Для этого в конце пятки я буду убавлять по одной петле. Провязываю пятку лицевыми, до конца пятки обычными лицевыми петлями, как это мы делали в предыдущих рядах. И в конце пятки осталось 2 петли, я их провяжу лицевыми.
Точно так же я буду убавлять по одной петле вот здесь, то есть в начале пятки. Итак, провяжу петли на этих двух спицах до начала пятки. Здесь у нас 14 петель. Разворачиваю вязку. На этой спице у нас тоже 14 петель. Я подошла к началу пяточки, разворачиваю вязание и первые 2 петельки провязываю вместе перетяжкой. Первую снимаю, вторую провязываю лицевой и теперь вторую петельку протягиваю через первую. Все, я убавила этот ряд еще на одну петлю. Здесь у нас сейчас останется 16. Снова поворачиваю вязание и буду вязать эту сторону. Здесь у нас сейчас 16 петель, но так как мы в конце будем снова делать 2 вместе, то здесь останется 15. Итак, провяжу эту спицу лицевыми. В конце осталось 2 петельки, я их провязываю 2 вместе лицевой. Все, этот ряд убавился еще на одну петельку. Итак, вяжу дальше по кругу, убавляя петли в начале и в конце пятки. В начале пятки я убавляю с помощью провязывания 2 вместе, в конце пятки я убавляю с помощью перетяжки. Продолжаем вязать по кругу самостоятельно, пока количество петель на всех спицах не выровняется. Здесь должно быть на каждой спице по 14 петель. Итак, я выровняла количество петель на всех спицах, оно теперь одинаковое. Дальше будем вязать самостоятельно по кругу, пока не свяжем всю длину носка до момента сужения на пальцах. Итак, я провязала некоторое количество круговых рядов. Теперь нужно подумать, сколько еще рядов нужно связать до момента убавления. Так как у меня на каждой спице по 14 петель, а убавление я буду делать в начале каждой спицы, следовательно, все петли я убавлю за 14 рядов. Отсчитываю 14 рядов, измеряю их длину, это 4,5 сантиметра. И от длины моей стопы, а это у меня 26 сантиметров, отнимаю 4,5 сантиметра. Сейчас у меня связано 17,5 сантиметров, то есть мне нужно связать еще 4 сантиметра до момента убавления. И продолжаю вязать по кругу. Итак, я провязала необходимую длину носка до убавления. Убавлять буду в начале каждого ряда. Для этого провязываю 2 петли лицевой с помощью перетяжки. Первую петельку снимаю не провязывая, вторую провязываю лицевой. Теперь первую петельку набрасываю на вторую и вторую протягиваю через первую. Получилась перетяжка. Остальные петли вяжу обычными лицевыми. Поворачиваю вязку и снова буду делать убавление в начале ряда с помощью перетяжки. Первую петельку снимаю, вторую провязываю лицевой, теперь первую набрасываю на вторую и вторую протягиваю через первую. Остальные петельки провязываю лицевыми. Разворачиваю вязку, переношу нитку, покажу еще один раз, а дальше будем вязать самостоятельно. Первую петельку я снимаю, вторую провязываю лицевой, теперь вторую петельку протягиваю через первую. Все остальные петли вяжу лицевыми. Продолжаю вязать то же самое по кругу, убавляя по одной петле в начале каждого ряда с помощью перетяжки, пока количество петель на спицах не уменьшится до минимального. Если перетяжку мы делаем правильно, то у нас в начале каждой спицы образуется вот такая косичка. Таким образом, постепенно закрываем все петли, пока их количество не уменьшится до нуля. Вот, сейчас на каждой спице осталось по одной петле, то есть у нас в сумме 4 петли не провязанных. Я обрезаю рабочую нить и сейчас буду ее по очереди проводить через все петельки. Через первую петельку, спицу лишнюю убираю, через вторую петлю протягиваю ниточку, лишнюю спицу убираю. Точно так же через третью петлю убираю спицу и через последнюю четвертую петельку спицу убираю. Вот что у нас получается. Получился вот такой конец носочка. Теперь эту ниточку нужно спрятать в середину. Для этого я беру любой крючок небольшого размера, провожу его внутрь вязания и захватываю ниточку рабочую. Вытягиваю ее на внутреннюю сторону. Теперь носок выворачиваю на изнаночную сторону и конец нити прячу между вязанием. Лишнее обрезаю. Точно так же прячу между вязанием конец рабочей нити сверху.
Второй носочек вяжется так же, как и первый. Когда носочки связаны, их можно смочить водой и положить, чтобы они выравнивались. Благодарю всех за просмотр. Если вам был полезен мой урок, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч!